Приветствую! Анализ-обзор, прогноз криптовалют. Сегодня рынок у нас не имеет одного цвета, но есть явно выраженные фавориты. По некоторым из них есть определенные новости, которые толкают их вверх. Давайте рассмотрим, что же происходит на крипторынке. По традиции начинаем с шортов и лонгов, и по биткоину за последние 24 часа произошло уменьшение шортов на почти 13%. Лонги не сильно хотят расти, но и шорты вернулись практически до предыдущего значения, вот еще до вот этой всей горки, которую вы видите на графике. По эфириуму также сокращаются шорты, но вместе с тем уходят и лонги. Минус 6% и там, и там. Лонгов по эфириуму за последнее время, конечно же, побольше. Их не все закрыли, но потихоньку каждый день немножко прикрывают. Самый большой рост шортов это у нас на иоте произошел за последние 24 часа. Плюс 35% шортов. Кто-то планомерно, хоть и немного, но постоянно набирает шорты в надежде, что иота пойдет еще ниже. По Ripple уже ничего в принципе не меняется. Немного снизились лонги, почти минус 4%. Шорты на том же уровне, как несколько дней назад. Произошло снижение, так там и лежат. Есть надежда, что биткоин будет расти, и на этом фоне страх немного уменьшается. Он все еще экстремальный, давно мы уже не видели, чтобы данный показатель выходил из страха. В последнее время постоянно колеблемся между страхом и экстремальным страхом. На этот раз остановились на цифре 22. Сегодня будет несколько новых графиков, и первый из них это резерв бирж в биткоинах. Глядя на данный график, какой из него можно сделать вывод? Что в принципе у них обратная корреляция. То есть, когда резерв уменьшается, цена хоть немного, но идет наверх. Когда резерв увеличивается, то и цена идет вниз. Это может происходить по многим причинам. В принципе, выглядит все это логично. Но за последние дни, 13 июня, наблюдается такая тенденция, как снижение цены и снижение резерва биткоина на всех биржах. Что, в принципе, отличается от того, что мы видели за последний год. О чем это может говорить? Либо резерв продолжит уменьшаться, и мы в скором времени увидим рост по биткоину, но либо скоро зальют на бирже нового битка и резерв попрет наверх. У эфириума есть подобный же график, есть зависимость, что снижается резерв, увеличивается стоимость. В последние дни также мы видели, как снижается стоимость эфириума и снижается количество эфириумов на всех биржах. В последние дни, конечно, эфириум начал увеличиваться на биржах, что говорит о том, что, возможно, и на биткоине такое же произойдет, и не стоит ждать на основании данных графиков резкого и неожиданного роста биткоина. Это не значит, что его не будет, но из графиков каждый сможет выводы сделать сам. Еще один график – это приток биткоинов на все биржи по дням, в зависимости с ценой. Какая здесь есть зависимость? Я заметил, что после таких экстремальных и больших пиков по притоку на бирже, по прошествии небольшого времени, там 1-2 дней, идет рост биткоина. То есть здесь мы стрельнули наверх и чуть-чуть пошли наверх в цене. Здесь мы опять получили экстремальный выброс вверх. И опять-таки это получается от локального дна мы пошли немножечко ползти наверх. И так постоянно. Посмотрим, будет ли соблюдаться данная тенденция и впредь. Но пока это выглядит неплохо. Здесь получили максимальный выстрел и пошли наверх. Вот здесь, конечно, это пока не сработало. Мы получили максимальный объем притока на бирже биткоина, но моментального роста не получили, но хотя бы все это дело, падение остановилось. Посмотрим, понаблюдаем, когда будет следующий выстрел большого объема, как это отразится на цене биткоина. Здесь у нас продажи майнеров. Значение выше 2 указывает на то, что большинство майнеров продают свои биткоины. И стоит отметить, что с пика цен, как мы пошли вниз, майнеры перестали активно продавать биткоин. То есть, получается, они верят в то, что биткоин еще вырастет, и продадут свои битки подороже. Также здесь можно сделать акцент на вот эти вот пики по продажам. Пока из истории видно, что после таких пиков через какое-то время цена начинает расти. Вот здесь на коррекции мы получили пик больших продаж майнеров и пошли наверх. Здесь также стоит понаблюдать и дождаться, когда же майнеры будут продавать, когда же у них дрогнет, так сказать, рука. А вот объем продаж на всех биржах уже рисует нам один из максимальных объемов за последние 3 дня. Вот эти 3 столбика — это последние 3 дня, и на проливе у нас наблюдается большой объем продаж. Где продажи, там и покупки. Здесь нельзя со 100% вероятностью сказать, кто же здесь больше был заинтересован в этом, но без покупок нет продаж, без продаж нет покупок. На объемах внизу
совершались большие сделки. Это хороший знак. Еще один график, который можно рассмотреть и сделать свои определенные выводы. Хешрейт биткоина. На данный момент значение хешрейта биткоина упало просто в пол. На истории за последний год мы можем наблюдать, что в среднем, когда хешрейт растет, цена растет вместе с ним. Когда мы здесь резко упали, отсюда и цена пошла вниз. Пока у нас по хешрейту также все нисходящее движение. Есть, конечно, волатильность вверх-вниз, но в среднем видно, что мы идем вниз. Следовательно, и цена, вполне возможно, без повышения хешрейта не будет просто разворачиваться и лететь наверх. Нужно получить либо рост хешрейта, либо вероятность пойти ниже, цене намного выше. А стейблкоины на всех биржах продолжают просто расти вне зависимости от того, какая цена у биткоина. Биткоин идет наверх, вниз, наверх, вниз. Сейчас он пролился уже достаточно сильно, но стейблкоины на биржах продолжают расти. И я не знаю, напишите в комментариях, какая здесь прослеживается зависимость резерва стейблкоинов на всех биржах и цены биткоина. Есть ли она здесь вообще? Что касается ликвидаций, то у нас почти 70 тысяч ликвидаций за последние 24 часа. Потери и горе, так сказать, разделили лонгисты и шортисты пополам. 50% с небольшим все-таки перевес у шортистов, но это незначительно, и на двоих они потеряли более 300 миллионов долларов за последние 24 часа. Это наименьший показатель за последнее время. Grayscale же после распродажи решил все-таки обратно закупить лайткоинов, а остальное продолжает сливать. Все-таки самая любимая монетка у Grayscale в последнее время это Litecoin. Они на нее делают большую ставку и постоянно ее закупают. Кстати, вот еще один график. Сколько биткоинов Grayscale удерживает для своих инвестиций. Как видно из графика, по мере роста цены у них продолжалась и закупка биткоинов, увеличивалось количество, но достижение ценового пика заставило остановить закупку, и сейчас практически прямая линия. Что примечательно, при падении цены количество битков у Grayscale не снижается. Есть небольшое, конечно, снижение, вру, но в принципе практически прямая линия, и все остаются в ожидании того, что биткоин вернется на предыдущие уровни, и там уже будут продавать купленные битки. В минус Grayscale не продает. Что касается новостей, то это hard fork у Theta Fuel. Новость добавлена сегодня, а сам hard fork назначен на 30 июня этого года. Также вместе с тем у Theta Fuel будет обновление ноды до версии 3.0.2. Данное событие назначено на сегодняшний день. За прошедшие сутки произошло много листингов на разных бирж. Одна из них, это QSAMA, был листинг на бирже xt.com. Это у нас 11-я по величине биржа, на которой представлена криптовалюта QSAMA. Листинг будет сегодня, 24 числа. Также листинг Chiliz и Dogecoin назначен на 25 число, на завтра будет залистено на BTC Turk Pro. Судя из названия, какая-то, видимо, турецкая криптобиржа, но это тоже неплохо для Chiliz и Dogecoin. Листинги — это всегда хорошо, это всегда приток новых денег. Ну а главный листинг произошел снова на бирже Coinbase Pro. На этот раз были залистены Burnbridge, LivePeer и Quant. Именно поэтому они показали практически самый большой рост среди многих альткоинов. Похоже, Coinbase Pro также взяли тактику, как у Binance, листить все подряд. Раньше, чтобы попасть на Coinbase, это я не знаю, что нужно было сделать. Просто так они никого не листили. А сейчас всех подряд, аж по 3 штуки в день. Но неплохо, что это продолжает отыгрывать, и монеты на листинге получают неплохой плюс. Еще один листинг — это Binance. Залистили монету Clay. Она также показала неплохой рост. Также на Binance сегодня, наконец-таки, для кого-то долгожданная торговая площадка NFT. Будут продавать разные рисуночки, картиночки. Я покупать это не собираюсь, но, возможно, это кого-то заинтересует и увлечет. По мне, так это очередной хайп, как ICO, IEO, DeFi и теперь NFT. Посмотрим, сколько это будет жить и продолжаться. Напомню, что завтра, 25 июня, произойдет закрытие биткоин фьючерсов, и вполне возможно будет хорошая волатильность на битке. Давайте посмотрим, какие новости у нас. JP Morgan: для трети инвесторов биткоин — это крысиный яд. По результатам опроса, проведенного банка JP Morgan, примерно треть профессиональных инвесторов назвали биткоин крысиным ядом, согласившись с высказыванием Уоррена Баффета. Также 16% настроены скептически, называя криптовалюты переходящим
увлечением. Но это как задать вопрос, потому что можно в заголовок вынести, что для трети инвесторов биткоин это яд, но можно и назвать, что более половины, 51% респондентов заявили, что криптовалюты останутся навсегда и даже могут стать важным классом активов в будущем, хотя акцент здесь нужно сделать на слове «в будущем». Еще раз мы убедились, что правильно подобранный заголовок для нужного настроения очень сильно влияет. Крупнейший в мире производитель установок по добыче биткоина прекращает их продажу. Производитель Bitmain Technology прекратил продажи новых установок для майнинга биткоина по всему миру после того, как криптомайнеры, опасаясь репрессий в Пекине, выбросили на рынок бывшие в употреблении майнинговые установки. Но это логично, зачем выпускать новые установки, если рынок наводнили бэушные установки от китайских майнеров. Но производитель установок продолжит продажу оборудования в рамках будущих поставок устройств, используемых для майнинга некрупных альткоинов. И в очередной раз мы видим, какие заголовки выбираются. То есть он просто приостановил продажи, даже не приостановил, а фактически выпуск приостановил, но продажи продаются, в будущем все будет нормально, но в заголовке у нас прекращает продажу, как будто все пропало. На самом деле не так все и плохо. Центробанк Израиля задействовал технологию Ethereum в экспериментах с CBDC. CBDC – это государственная крипта, так сказать. В Израиле адаптировали технологию блокчейна Ethereum для пилотного проекта по изучению цифровой валюты Центрального банка. В ходе данного эксперимента создали цифровые кошельки, через которые сотрудники могут переводить друг другу виртуальные шекели. В рамках пилотного проекта Центробанк изучает экономические, деловые, правовые и технологические аспекты выпуска CBDC. В принципе, это нормально, чтобы не выпускать на рынок сырой продукт. Сначала все тестируется. Данные новости нам показывают, что внедрение цифровых денег на самом деле намного ближе, чем нам кажется. И в ближайшие годы вполне возможно это уже будет само собой разумеющееся оплатить там шоколадку в магазине госкриптой. Фонд Кэти Вуд докупил криптоактивов на падение биткоина. Были приобретены не сами биткоины, а вложились они в активы, связанные с криптовалютой. Они купили больше 1 миллиона акций Grayscale, Bitcoin Trust и более 200 тысяч акций Coinbase. Неизвестно, на какой срок они это все купили и будут ли они их держать, но если прямо сейчас они все это дело продадут, то уже заработают, потому что пока крипта отскочила и пошла немного в рост, а следовательно и данные акции также уже дали им плюс. Ботнет Dirty Mo потенциально заразил скрытыми майнерами десятки тысяч компьютеров в РФ. С начала 2021 года около 65 тысяч компьютеров в России оказались заражены ботнетом Dirty Mo. Основной целью данного вируса остается установка на устройство жертвы скрытого майнера криптовалют. Данный вирус работает с 2017 года и контролируется из Китая. Он никак не мешает вам работать, просто жрет ваше железо, и все программы у вас немного будут подтормаживать. Вы будете думать, что за такая ерунда, а на самом деле кому-то зарабатываете денежки. Также, кроме добычи криптовалют, они могут использовать ваш компьютер для DDoS-атак, ну и вообще украсть все данные с вашего компа, которые вы размещаете. Если говорить о способах распространения данного вируса, то он обычно распространяется через спам, разные вредоносные сайты. Кстати, насчет сайтов это вполне реально. Если кто-то из вас смотрит фильмы на каких-нибудь сайтах, а не качает там с торрентов или не покупает, то наверняка вы замечали, что когда вы смотрите фильм на компьютере, компьютер просто начинает чаще всего, не на всех сайтах, но чаще всего начинает гудеть, визжать, там кулер начинает работать. Это как раз таки вполне возможно фоном работает прямо на сайте вот такие майнеры. То есть пока вы смотрите фильм двухчасовой, 2 часа ваш комп кому-то майнит монеточку. В данной статье так и объясняется, что рост атак на пользователей из России исследователи объяснили использованием взломанного софта и запоздалым обновлением операционных систем, так как у многих винда может быть просто нелицензионная и не обновляться. Также хорошо данный вирус распространяется через Internet Explorer, потому что Microsoft собирается от него отказаться уже летом 2022 года и поддержкой особенно не занимается. Президент Сальвадора подтвердил, что альткоины не станут конкурентами биткоину в стране. В данной статье все нормально, они не отказываются от крипты, но из крипты они выбрали только биткоин. То есть легализовывать для оплаты они будут только биток. Никаких эфириумов, а тем более всех остальных шитков. По его словам, стране достаточно сложно обеспечить хождение даже 2 официальных валют.
У них есть своя валюта и теперь еще и биток. Сергей Гуриев заявил, что в недодемократических странах криптовалюты нужны для обхода большого брата. А именно такой, скорее всего, вполне возможно, является и Россия. Западные страны вытеснят криптовалюты цифровыми активами от центробанков, считает бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуриев. По его мнению, на Западе для криптовалют нет продуктивного использования из-за их неэффективности, волатильности и потребления в больших объемах электроэнергии для их добычи. В общем, он считает, что на Западе все это дело прикроют, а в недодемократических странах крипта останется для того, чтобы остаться нелегальным платежным средством. Анонимность платежей в подобных странах может поддерживать транзит демократии. В этом смысле мы, возможно, глобально на Западе, и криптовалюта – невесомая версия золота. Совет Нацбанка Украины рекомендовал ускорить разработку регулирования криптовалют. НБУ одобрил ряд рекомендаций правлению Нацбанка и Кабмину. Это необходимость ускорить подготовку законодательных актов по регулированию рынка виртуальных активов. В Украине видят, что крипта сильно распространяется, и ее нужно, по их мнению, срочно зарегулировать. Печальная новость пришла из Испании. Джона Макафи обнаружили мертвым после решения об экстрадиции в США. Верховный суд Испании разрешил экстрадицию находящегося в тюрьме 75-летнего предпринимателя Джона Макафи, но несколькими часами позже его обнаружили мертвым в тюремной камере. Пока официальная версия – это самоубийство. Ранее Джон Макафи в Твиттере писал, что с ним все хорошо, и он не собирается ничего с собой такого делать. В октябре 2020 года правоохранители арестовали Макафи по запросу американских властей. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на него в суд за продвижение ICO-проектов, а Минюст США за уклонение от налогов. В марте 2021 года его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Ему грозило до 100 лет тюремного заключения. Биткоин-биржу Upbit обвинили в нарушении патентного права. Одна из крупнейших бирж в Южной Корее, Upbit, столкнулась с иском, поданным университетским фондом за нарушение прав интеллектуальной собственности. Они заявили, что биржа якобы нарушает патент на разработанную им систему электронного кошелька для безопасных транзакций и ее алгоритм. Upbit якобы использовала заявленные фондом решения для депонирования и выведения средств, хранения их в холодных кошельках, обнаружения аномальных транзакций и передачи данных о них регулятору. Естественно, Upbit все отрицает и говорит, что якобы эти сервисы работали еще и до этого патента давным-давно. Фонд же говорит, что якобы до подачи заявки биржа не оказывала услуги на основе описанных в патенте решений. Посмотрим, чем закончится, но это всегда неприятно, когда в криптобирже кто-то судится. Это значит, что потенциально эта биржа может скомануться, эту биржу могут засудить, закрыть, оштрафовать, и это может повлиять на весь крипторынок. В тему футбола, который сейчас у нас очень популярен. Немецкий футбольный союз выпустил NFT с изображениями игроков сборной. Коллекционные карточки можно использовать в игре Global Fantasy Football от блокчейн-платформы SOR. Представляю, сколько бы покупок NFT карточек со сборной России было бы, если бы они тоже их выпустили. Я думаю, 0. На данной площадке пользователи могут покупать, продавать, обменивать карточки, а также использовать их в виртуальных футбольных командах пользователей. Но такая игра в виде NFT FIFA. Миссия SOR – построить игру внутри игры. В настоящий момент платформа заключила сотрудничество с более чем 140 футбольными клубами по всему миру, включая «Зенит», «Ювентус» и «ПСЖ». Ничего себе. Даже «Зенит» решил поучаствовать в этом. Ну, какой бы ни была эта команда, они всегда классно работают в маркетинге. И участие в данном проекте, думаю, будет для них плюсом. Первой же национальной организацией, которая заключила сотрудничество, стала Федерация футбола Франции. Стороны подписали соответствующее соглашение 14 июня. Это все прекрасно, посмотрим, насколько это будет популярно, когда закончится Евро 2020. Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об изучении и регулировании блокчейна и криптовалют. Закон об обеспечении технологической безопасности и защите потребителей направлен как на защиту прав потребителей, так и на тщательное исследование индустрии блокчейна и цифровых валют с целью их дальнейшего регулирования.
Согласно этому закону, Комиссия по безопасности потребительских товаров США должна запустить пилотный проект по изучению вариантов использования искусственного интеллекта в торговле, а также оценить сопутствующие риски. Данный законопроект предусматривает и подразумевает, что министр торговли и Федеральная торговая комиссия должны приступить к изучению технологий блокчейна и цифровых токенов. Кроме того, ведомство должно проанализировать, каким образом можно предотвратить использование криптовалют для совершения мошенничества и других противоправных действий. Надеюсь, после того, как они завершат свою работу, будет меньше заголовков о том, что криптовалюта – это мошенничество, на ней теряют деньги и вообще это все нужно запретить. Повышение надежности и исключение мошеннических схем, я думаю, это прекрасно. В Бразилии и в Эмиратах на фондовых биржах началась торговля первыми ETF на биткоине. Далее следует длинный текст о том, как все это классно, сколько они бабла туда вкинут, кто там чего заработает. Но факт остается фактом. Чем больше ETF, тем больше возможности вливания крупного бабла в криптоиндустрии. Сооснователь Dogecoin снова купил криптовалюту. На днях он не выдержал и купил монеты Dogecoin. Сколько он купил, конечно же, не распространяется. Я купил Dogecoin, несмотря на данное 8 лет назад самому себе слово никогда не инвестировать в криптовалюты. За час я проверил курс монеты 7 раз. Он вырастал на 10%. А сейчас рост составляет 3%. В любом случае выглядит неплохо. Но этого чувака, видимо, привлек большой процент. Он увидел большую волатильность и посчитал, что может заработать на своей старой монете. Dogecoin не уходит с повестки дня. И практически каждый день по нему вбрасываются какие-то новости, чтобы про него не забывали и несли туда денежки. Надеюсь, и правда он вырастет до небес. Хотя у меня данной монеты нет. Ну и к вопросу о любителях Dogecoin, Илон Маск на днях отреагировал 2 смеющимися смайликами на мемасик про Dogecoin. Мои родители, когда им было 30, давай инвестируем в наш новый дом. Я, когда мне 30, давай инвестируем в криптовалюту с собаками. Ну да, смешно. И, естественно, Илон Маск своим ответом вызвал практически 18 тысяч лайков, 65 ответов с цитатами и 719 ретвитов. Снова понеслась, снова мемасы про Dogecoin и фразы типа to the moon. Давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках, и начнем, как всегда, с биткоина. Что изменилось или что у нас стоит ожидать на данной криптовалюте. Объемы за последние сутки мы так и не увидели, выше мы не пошли, и опять-таки при достижении уровня, который мы вчера отмечали, который прижимает нас сверху, снова получаем пока что свечу. Яснее у нас не стало, пока мы находимся без объемов, и данная структура нам не говорит о том, что мы имеем много шансов пойти наверх. Пока все это выглядит не очень лонгово. Я продолжаю наблюдать, пока прогноз также вниз. Каких-то явных моментов на рост мы не наблюдаем. Возможно, они будут завтра, так как завтра экспирация фьючерсов, и волатильность, возможно, будет увеличена. В любом случае, пока прогноз остается тот же, движение вниз более вероятно. По эфириуму такая же ситуация, даже еще хуже. Отскочили мы совсем немного и расти все еще не хотим. Хаи вниз, лои вниз, все понижается. Пока приоритет это поход вниз. То у нас по риплу. По риплу у нас со вчерашнего дня также практически нет изменений. После того, как мы отскочили от уровня поддержки, у нас не появилось какого-то большого количества объемов, индикатор также вниз. Какой-то силы на продолжение роста пока не видно. В ближайшее время, думаю, хотя бы локально, но снижение это более вероятный сценарий по риплу. И посмотрю еще парочку монет из комментариев. Это первая из них, это Self-K. Я, по-моему, ее никогда не смотрел. Да, ничего у меня на разметке нет. Давайте накидаем сперва уровней. Накидали глобальных уровней, что у нас на дне. Как и вся криптовалюта, мы находимся в коррекции. И по Self-K мы пришли в район 2 таких сильных уровней поддержки и сопротивления. Отскочили, пробили. Здесь поболтались между 2 уровнями. И я думаю, пока данный вариант будет продолжаться. Из локального, что здесь стоит отметить, второй раз мы близко подошли к уровню поддержки, отскочили от него, но недостаточно сильно, и пока в принципе приоритет по Self-K также на снижение. Из последнего локального движения здесь, если попытаться построить какую-либо структуру, вот здесь похоже на импульс, коррекция в двойке, тройка, четверка и пятерка. Сильно мы ушли вниз, и поэтому это уже точно не 4-я волна. Так-то здесь, конечно, больше похоже, что закончилась только тройка, и мы в четверке, но здесь уже пробит
пик волны 1, и такого быть пока что здесь не может. Тоже справедливо и для более старшего сценария. Здесь, если волна 1, 2, здесь 3, о чем говорят объемы и индикатор. Четверка также уже зашла за пик волны 1. Вполне возможно, что здесь мы будем рисовать какой-либо треугольник, и заход за пик волны 1 не будет считаться каким-то преступлением. Но пока его не видно, этот треугольник, и будем отталкиваться от того, что имеем. А имеем мы нисходящее движение. Лои вниз, хаи вниз. Здесь явно пока не стоит залетать в лонги. Я бы подождал более надежного разворота. Если вернуть первоначальный сценарий, как я здесь раскидал, это 1, 2, 3, 4, 5, то получается, что может быть, что волна 1 здесь прошла, и мы идем к волне 2. Это вполне вероятно, так как здесь прошло 3 волны вниз. И если мы здесь сформируем нормальный заходной импульс, на его откате можно брать со стопом аж вот сюда, за основание всего вот этого вот предполагаемого импульса волны 1. Но пока здесь его нет, заходного нет. Так бы можно было брать со стопом вот сюда. Если посмотреть на дневку, что у нас здесь по свечам. Свечка, конечно, неплохо выглядит, так называемый пин-бар, но по прайс-экшену мы пока не отработали какой-то паттерн, чтобы входить в лонг. Вот этот пик должны пробивать. Мы его пока здесь не пробили. Если сегодня не пробьем, то скорее всего. Пока заходить не стоит, нужно ждать нормального заходного. Пока по селфкею это также ждать. Есть вариант, вот я его обрисовал. Если будет нормальный заходной импульс, на его откате можно брать, и вполне возможно будет вариант с походом наверх. Если же залетаете, то стоп, как всегда, обязательно, потому что при пробитии данного уровня мы пробиваем не только начало импульса, но и сильный уровень поддержки, и лететь нам можно далеко. Лучше ограничить свои убытки установкой стопов. Давайте посмотрим еще одну монету из комментариев. Просили ТКО. Что это за монета? Наверное, опять какая-нибудь новенькая. Ну да, вот она, 3-й месяц на борту, как говорится, крипторынка. Уровней здесь нифига нет. Что мы имеем? Выстрел, продажу, болтанка. Пока видим также нисходящее движение. Объемы вот здесь были. Но вот здесь, если только с 5-й какой-то укороченной волной. То есть раз, два, три. Повышенные объемы подтверждает. И возможно вот здесь вот 5-я какая-то укороченная волна прошла. Если это так, то здесь можно отыскать импульс. Сейчас у нас коррекция на пониженных объемах, как надо. А это значит, что здесь есть возможность зайти, потому что близко у нас стоп. Опять-таки, поближе гляну. И здесь мы пока не отрисовали заходной импульс, пока 3 волны наверх только. Если будет нормальный заходной импульс из 5 волн, то на его откате, по старой схеме, как говорится, заходим, берем. И стоп, в принципе, даже аж вот сюда можно поставить. Ну, сами смотрите, можете и сюда. Но это так больше надежность. Если уж вот это пробиваем, то там вообще в ад лететь. Только уже никаких ограничений нет, никаких каких-то ориентиров. Если разворот будет с данных уровней, то уровень волны 3 находится вот в данной ценовой зоне. То есть ориентировочно можно получить 170% прибыли, но если сработает стоп, потерять можно 30% депозита. Но, кстати, не обязательно же всем депозитом заходить. Заходите малой частью и при срабатывании стопа потеряете там 1-2%, смотря как рассчитаете размер входа в позицию. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!